Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Почему базовое покрытие подходит не всем и в каких случаях такое укрепление делать нельзя? Разберем в этом видео, а также сделаем красивый осенний дизайн. Поехали! Посмотрим на ногти модели. Вот так они отросли за 2,5 недели. Видим, что покрытие со временем стало не таким уж и ровным и изрядно поцарапалось топовое покрытие. А на некоторых большие трещины по точкам вроста. Указательный смотрит вниз. Такие ногти предстоит преобразить, выполнить укрепление ногтей и исправить все эти недочеты, отремонтировать появившиеся трещины. На поверхности видим большие участки с усадкой, то есть неровности. Такое часто происходит, если работать пластичным материалом. Ну и если углубляться, то на данной модели было выполнено укрепление при помощи базы. И давайте разберемся, почему не всем ногтям подходит такое покрытие. База, она имеет такие резиновые свойства, и во время носки покрытие растягивается и приходит в обратное положение, за счет чего со временем на поверхности могут образовываться неровности, бугорки, впадины. Этот эффект называется усадка покрытия. Поэтому в таком случае для большой длины необходимо использовать материал более жесткий, который во время носки не даст такой усадки. Поэтому если вы видите, что у клиента длинные ногти, например, как в данном случае, в избежание вот таких больших трещин, лучше выполнять укрепление при помощи твердого геля. Но это не значит, что мы сейчас должны выкинуть все базовые покрытия, которые покупали долгими годами. Ну не то что годами, просто копили их какое-то время, покупали различные камуфляжи, цветные и так далее. Нет, конечно, базовыми можно работать, но ими необходимо работать правильно, подбирать правильно подложку под ногти клиента, потому что не бывает такой одной универсальной базы, которая подходит абсолютно всем, потому что ногти у всех разные. У кого-то ногти влажные, и ему необходима более кислотная база. У кого-то сухие, и им нельзя кислотные базы и так далее. Вот на самом деле более подробно эту тему мы разбираем на новом курсе Hard Gel Manicure, о том, как подбирать базовые покрытия под ногти, о том, как подбирать гели для укрепления ногтей, а также как безопасно перейти с агрессивных базовых покрытий на менее агрессивные базы, либо вовсе уйти от покрытия ногтей базой, а полностью перейти на гель, то есть даже не использовать базу в качестве подложки. Но для этого необходимо разбираться и в типах ногтевой пластины, и, конечно, в архитектуре ногтей. Более подробную программу вы можете посмотреть на сайте, ссылку на него оставлю в описании. Переходите туда, это действительно классный новый продукт, который закрывает все потребности мастера в укреплении ногтей гелем. Пока я вам рассказывала о том, кому нельзя покрывать ногти базой, я уже выполнила маникюр, зашлифовала кутикулу. Для этого использовала насадки пламя. Одну с синей насечкой, другую с красной. У модели много птериги, поэтому потребовалась синяя насечка, а шлифовку выполнила красной. И теперь в качестве подложки наношу базу тоненьким слоем, потому что видим, что до этого были проблемы с носибельностью, в некоторых местах возникали отслойки. Отремонтирую трещины при помощи файбергласса. Нетканый материал, такой переплетенный, который позволяет трещине удерживаться, не расходиться вновь. Прикладываю на мокрый слой базы, пропитываю полностью, чтобы данная полосочка файбергласса стала прозрачной, и просушиваем в лампе. Поскольку ногти сильно скручиваются, конечно, необходимо достроить правильную форму и архитектуру. Поэтому буду использовать технику бортики. Сначала гелем средней консистенции закладываю боковые стенки, формируя новые. Кстати, это большой плюс, так как у нас по боковым стенкам получится только твердый материал, а натуральный ноготь как бы закручивается вовнутрь. Потом мы его успешно с вами выпилим. И что у нас получается? Отсутствует по боковым стенкам на свободном крае натуральный ноготь, который может спровоцировать отслойки и отхождение, отщелкивание геля от поверхности. На большом сильно не хватает боковых сторон, поэтому использую лайфхак с верхней формой.
Подставляем любую верхнюю форму, которая подходит по изгибу, и вот так по воздуху накладываю гель. Конечно, способ не супер профессиональный. И на самом деле мне, наверное, было бы проще вырезать нижнюю форму и ее подставить, чтобы сделать реставрацию с двух сторон. Но я знаю, что для многих мастеров такой способ будет более быстрым, сподручным, и не нужно будет заморачиваться с подрезанием нижней формы, либо с использованием верхней. Кстати говоря, да, на этой модели можно было выполнить укрепление и при помощи верхней форм. Почему нет? Также бы достроились боковые стенки. Способы укрепления бывают разные. Мы можем работать с техникой поверхностного опила, без поверхностного опила, в технике ламинирования торцов, укрепления ногтей бортиками и так далее. Самое главное понимать, что подойдет для данного клиента и какой способ в данном конкретном случае будет оптимальнее, менее время затратен и по материалам в том числе. Поскольку указательно клюет вниз, на него уходит немало материала, и основной объем умещаю на свободном крае, для того, чтобы затем его приподнять. Перед постановкой в лампу поджимаю ноготь по боковым сторонам и отправляю на полную полимеризацию уже вместе с прищепкой. Она позволит зафиксировать арку, которая обеспечивает прочность и жесткость ногтям. Большой, конечно, пока что не очень красиво выглядит, такой как лопатка, за счет того, что мы подставляли снизу верхние формы, и они получились слегка раскрытыми. Но опять-таки это не критично, все можно поправить путем поджатия и правильного опила. Приступаем к опилу. Мне нравится его выполнять после укрепления, но опять-таки все зависит от техники. Иногда в некоторых случаях мы просто сверху укладываем гель в технике без поверхностного опила. Например, если нам слегка нужно было достроить свободный край или выложить бортики, их можно было бы попилить, а сверху выложить без опила. В общем, смотрим по ситуации и исходя из ногтей. Я всегда говорила и говорю, что считаю, что мастер должен быть универсалом, уметь работать с разными техниками и владеть различными способами укрепления, восстановления пластины, чтобы добиться идеального результата. Чтобы не было таких трещин, как до этого по точкам вроста. Ну а теперь выпиливаем всю эту огромную толщину. Взяла насадку, которая выполняла снятие, но, честно говоря, она мне не очень сподручна, потому что имеет достаточно толстый носик. Наверняка, если вы смотрели мои предыдущие видео, знаете, что я предпочитаю насадки с более тонким носом. Они могут подобраться даже в самые труднодоступные места, а такие насадки в форме кукурузы не совсем эффективны. Но иногда я беру то, что первое попадется из крафт-пакета, думаю, ну окей, фиолетовая насечка, здорово, быстрее поработаем, но видите, по форме не всегда это удобно. Поэтому труднодоступные участки прорабатывают тонкой твердосплавной насадкой, особенно по точкам вроста, где очень часто бывает излишняя толщина. Ну и, конечно, пилим натуральный ноготь. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. На маркетплейсе приобрела вот такую коллекцию гель-лаков «Кошачий глаз». И, конечно, мне не терпелось их попробовать, поэтому использую один из оттенков в данном дизайне. Я их уже использую в одном из предыдущих видео. Артикулами на данные гель-лаки делилась в нашем телеграм-канале. Переходите туда, подписывайтесь. Там полезная информация выходит чаще, ее больше. Следите за новостями и не пропускайте ее. Я рисую небольшие линии при помощи гель-лака «Кошачий глаз», подмагничиваю, создавая красивый блик, и просушиваю. Я видела такой дизайн в интернете, получается очень красиво, ногти необычно смотрятся, каждая полосочка блестит собственным переливом, выглядит потрясающе. Но когда я начала все это делать, что-то такого потрясающего эффекта я не заметила, и на самом деле требуется немало времени, чтобы нарисовать и просушить каждый фрагмент. Я прихватываю каждый фрагмент фонариком и затем уже полностью ноготь отправляла на полимеризацию. Поэтому такой дизайн, наверное, будет актуально сделать на несколько ногтей, а на все ногти он занял приличное количество времени. Конечно, в этом есть какой-то интерес. Получается своеобразный рисунок. Я не стремилась тут к какому-то определенному, просто хаотично наносила эти линии, вот как говорится, как рука легла. Пока что ничего не понятно. Особенно при ракурсе сверху, вообще кажется, что просто какой-то коричнево-розовый ноготок, не видно этого перелива, но, пожалуйста, подождите, в конце вы увидите всю многогранность этих переливов.
Даже не знаю, решитесь ли вы на такой дизайн, потому что требуется закладывать дополнительное время, но я уже его за вас протестировала, и вы сможете увидеть результат. Покрываю топом, но тут еще один нюанс, поскольку рисовала фрагментами, поверхность неровная, поэтому и топ ложится не совсем ровно, нужно его слегка довыровнять, можно перевернуть пальчик на несколько секунд для формирования ровной поверхности, либо перекрыть матовым, тоже будет смотреться красиво. Ну и для четкости оформляю свободный край диском, чтобы он был точно под 90 градусов и ровненький. Берите этот лайфхак себе на заметку, так можно работать для того, чтобы не опиливать в конце пилочкой. И посмотрим с вами внимательно этот результат. Смотрите, какие интересные переливы. Но, знаете, вот этих линий сильно и не видно. Такое ощущение, как можно было сделать просто мазки кистью. Но согласитесь, смотрится интересно. Подведем итог. Мастер должен быть универсалом и уметь работать с различными ногтями. Понравился этот дизайн? Делитесь в комментариях, смотрите другие полезные видео на канале. Всем успехов! Пока-пока!